Томас Грейди, ловкий рыбак с добрым сердцем, однажды заметил в океане что-то необычное — немецкую овчарку, отчаянно пытавшуюся удержаться на поверхности воды. Собака была почти измотана, и чувство заботы мгновенно охватило Томаса. Не задумываясь о собственных рисках, он бросился в сердце холодных волн. Сквозь шторма и брызги Томас сумел достать собаку, вытащив ее на лодку. Он обернул ее в сухой тент и дал ей немного воды. При осмотре Томас заметил, что у четвероногого спасенца не было ошейника и никаких документов. С полным решением в сердце он не собирался отдавать ее в службу по контролю за животными, зная, что ей нужна забота. Отвезенная в ветеринарную клинику, собака получила необходимую помощь. Ветеринар заметила, что она была сильно обезвожена и истощена. Более того, в шерсти собаки оказался ржавый кусок металла с буквой «Р». Это открыло в умах Томаса новые вопросы о ее прошлом. На следующее утро собака начала восстанавливаться, и Томас заметил, что она была обучена и спокойна. Он позвонил своему другу-кинологу Майку, который подтвердил, что это не просто собака, она была служебной, готовой к серьезным операциям. Вопрос, кто и зачем отправил ее в океан, терзал Томаса. Томас начал расследование, пролистывая базы данных военных операций, когда наткнулся на закрытый файл под названием «Операция Найтмарк». В нем была информация о немецкой овчарке по имени Актив Р-7, которая, по предположениям, была частью секретной миссии и была выведена из эксплуатации. Тогда в тихой деревне, где жил Томас, раздавался гул шин по гравию. К его дому подъехал черный внедорожник без номеров. Из него вышли двое мужчин, и рейнджер, как он назвал спасенную собаку, начал рычать. Поняв, что им угрожает опасность, Томас быстро принял решение скрыться. Они уехали на старом грузовике, следуя за внедорожником, и вскоре остановились в заброшенной марине, где Томас использовал для дайвинга. Томас задал рейнджеру вопрос о его предназначении, и тот, к его удивлению, ответил, что его обучали думать. Ночь прошла, охраняемая преданным рейнджером, и Томас понимал, что не может оставить собаку на произвол судьбы. Наутро, когда они отправились в путь, Томас заметил черный внедорожник на берегу. Рейнджер стал насторожен и узнал одного из мужчин. Томас почувствовал, что встреча с ними может стать роковой. Тем не менее, они продолжили путь, и в скором времени Томас нашел скрытую бухту, где, наконец, открыл файл о миссии рейнджера. Он понял, что собаку пытались перепрограммировать, и рейнджер сопротивлялся этому. Внезапно рейнджер рванулся к вертолету заведомо для того, чтобы остановить перепрограммирование. Томас и рейнджер столкнулись с вооруженными мужчинами, и им удалось победить их. Проводник, который работал с рейнджером, попытался вернуть его к миссии, но Томас и рейнджер защищали друг друга. Когда вертолет улетел, Томас понял, что рейнджер теперь свободен. Они вернулись к лодке, и Томас, наконец, называть его по имени. Прошла неделя, и рейнджер восстанавливался в хижине Томаса. Они отправились в город, где рейнджера встречали как настоящую легенду. В борьбе за свою свободу и за свою душу он получил ошейник с истинным именем, становясь частью новой жизни. История рейнджера стала символом того, что даже на самых темных путях всегда есть выход, и каждый заслуживает второго шанса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этой историей с теми, кто верит, что даже в самых сложных обстоятельствах можно обрести надежду и новую жизнь.